Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами говорим об очень интересной версии HyperOS 3. Да, хоть официальные сборки сейчас начинают рассылаться, но не так, как этого хотелось бы, выходят также порты и кастомы на смартфоны Xiaomi. И одна из таких прошивок, которая вас может заинтересовать, будет в этом видеоролике. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Что же, друзья, у нас подопытным выступает смартфон Xiaomi 15, и прошивка это HyperUI версия 3.0. Соответственно, база это у нас HyperOS 3, версия Android это, понятное дело, 16, здесь все очень и очень будет актуально и все топчик. Вообще, в принципе, компания Xiaomi, как вы знаете, не слишком любит баловать пользователей какими-то фишками, улучшениями, кастомизацией. И приходится всегда это дополнительно, либо там с помощью root прав ставить, там искать модули, искать все эти совместимости и прочее. И чем вообще хороши там кастомы, порты, там локализированные прошивки? Тем, что в них это есть сразу и по умолчанию. Мой же канал изначально когда-то давно начинался именно с обзоров таких прошивок, ну и давайте с вами разбираться, что же интересного в себе несет именно эта версия. Как вы понимаете, что основа это HyperOS 3. Соответственно, все те фишки, которые были заявлены на презентации, тут, конечно же, присутствуют. Режим взаимосвязанности, кстати говоря, кого интересует она, работает очень даже с глобальными прошивками, и тут никаких вопросов нет. И, кстати говоря, еще когда я тестировал на примере китайских прошивок, также вот именно версия кастомная работает нормально с официальными стоковыми приложениями. Кстати, напоминаю об такой интересной пасхалке, как вы долго нажимаете на иконку этого режима и, соответственно, попадаете вот в раздел журнала. Что еще вас может заинтересовать? Ну, наверное, вы думаете, что по AI улучшениям тут должно быть все очень круто и куча всевозможных фишек. С одной стороны, это так и есть. Что именно здесь у нас добавляется? А именно у нас распознавание нежелательных звонков. Но есть какой момент, что не со всеми сим-картами и не во всех регионах эта история может работать. Изначально это подразумевалось лишь только для китайского рынка. После чего умельцы, понятное дело, смогли это телепортировать в виде модулей, там еще патчи каких-то в другие прошивки, и в этой прошивке также данная история присутствует. То есть, если вам звонит какой-то абонент, который был внесен там в базу того, что это спам, скам и прочее, вам будет вылезать соответствующее уведомление. Грубо говоря, это все то, что сейчас реализовано в Google звонилке. По всем же оставшимся разделам тут, как вы понимаете, ничего нового в принципе нельзя добавить, потому что и так все то, что есть у нас по умолчанию, этого достаточно для комфортной работы. Что же теперь касается раздела персонализация? Многие из вас, как я понял, в принципе любят этот раздел, многим этот раздел интересен по-своему, назовем это так, и, конечно, многие любят под себя здесь что-то настраивать. Напоминаю вам, что кастомизация стала у нас очень и очень гибкой, то есть вы можете под себя ставить любые стили часов на экране блокировки, вы можете там всевозможные глубины активировать, ну и прочее. Плюс на рабочем экране вы можете активировать размытие. Это очень удобно и, кстати говоря, очень интересный стиль у нас только что был прорисован. Если вам и этого мало в плане кастомизации, можно зайти в раздел обои, и тут очень много всяких обоин, от стоковых до тех, которые в принципе никогда в той же самой HyperOS на каком-то конкретном аппарате не попадутся. Здесь их очень большое количество, супер обои, там классические какие-то обои, потом есть милые питомцы, назовем это так, но есть еще такой важный момент, что если вы на стоке, в кастомных прошивках встречаете вот такую надпись «Не удалось подключиться к сети», это означает, что есть проблемы с получением информации от китайского сервера. Так что не думайте и не кипишуйте, что что-то не так, что прошивка какая-то кривая, и к этому есть куча всяких вопросов. Так что в плане обоев тут все как полагается. То же самое касается и значков. Если вам стоковый не нравится, как и по аналогии с глобальной прошивкой, вы заходите в приложение темы и там это все дело меняете. Также, конечно же, для любителей отпечатков пальцев вы можете здесь найти цветные стили. К сожалению, тут не все их количество, насколько мне известно, тут еще где цветные добавляется красный стиль, но возможно когда-то в будущем в этой прошивке также данная история появится.
Если вы любитель кастомизации экрана блокировки, то этот раздел будет как раз для вас. В частности, если вы хотите получать куда более интересный вид анимации зарядки, вы из настроек экрана блокировки это можете выбрать. Если вам и этого мало, мы с вами переходим в раздел «Строка состояния». И здесь уже куда больше у нас есть возможностей для вашего смартфона Xiaomi. В частности, то, чего нет на глобальной прошивке. Это у нас с вами получается журнал уведомлений. Да, именно та история, которая хотелось бы, чтобы она была у нас по умолчанию, но, к сожалению, в глобальной прошивке лишь только через Activity Launcher мы сможем в этот раздел попадать. Тут же эта вся история у нас с вами есть сразу из настроек. Получается дальше, шторка уведомлений. Тут у нас, смотрите, можно развернуть верхнее уведомление, а также активировать информацию о погоде. Это также очень удобно, если вам нет необходимости идти конкретно в приложение «Погода». Вы можете сделать свайп и получить погоду на экране блокировки, ну или же, допустим, в шторке уведомлений. Опять же, очень удобно и практично. Если вам и этого мало, также вы можете еще гибко настраивать уведомления от приложения, либо это будут какие-нибудь там пузыри, ну и тому подобное. Также многие еще переживают насчет того, что же там касательно настройки отображения значков. Во-первых, как вы видите, что есть тут такой ползунок, как использование иконок приложений. Что же касается количества этих значков, они тут в количестве 5 штук. Как по мне, это оптимальное количество для того, чтобы получать и видеть информацию этих приложений, которые у вас активированы. Помимо этого можно поменять сторону центра управления. То есть если вам не нравится, меняйте наоборот и все. И плюс показывать элементы управления устройства. Опять же, на некоторых прошивках в глобалке это есть, но на некоторых, соответственно, нет. Как вы помните, что основной изюминкой HyperOS 3 это, конечно же, оптимизация и быстродействие. Но это мы с вами все уже видели и проходили. То есть, если у вас актуальное устройство, вы там можете по приложениям позаходить, у вас все будет замечательно открываться, вы будете очень довольны, ну и в таком роде. Но, друзья, как вы понимаете, что компания Xiaomi, они немножечко такие хитрые люди, и я думаю, что вы понимаете, к чему я клоню. А именно к тому, что если я делаю вот такой свайп, я получаю следующий вид отображения объектов в недавних. И да, это тот самый третий стиль, о котором очень сейчас много информации. Говорят, что в HyperOS 3.1 он добавится, что это будет что-то революционное, ну и тому подобное. На практике я не думаю, что в HyperOS 3.1 это разработчики добавят. И если вы не хотите там условно ждать, если вы не хотите надеяться на то, что это разработчики добавят, вы можете либо ставить прошивки, которые уже идут сразу с этим третьим стилем, ну или же искать соответственно модули. Что же касается этой версии рабочего стола, то тут в целом очень все круто, и тут вы можете вообще поиграться с различными настройками, да, хоть и не на китайском языке, но обилие настроек здесь очень и очень большое. От настроек получается отступов и прочего. То есть тема очень интересная и устройство работает очень изумительно. Вот знаете, чтобы была такая плавность на глобальной прошивке, как в этой прошивке. Потому что вот многие действительно переживают, многие жалуются, что вот HyperOS там первая, вторая, там ну 2.2 та же самая, грубо говоря. Они были не такими крутыми, как была MIUI. И вот HyperOS 3 вроде бы как вот возвращает нас к этим истокам MIUI. Но как оно будет в реальности и дальше, ну это мы уже с вами будем использовать и понимать в будущем. Конечно, вас, наверное, еще будет интересовать вопрос, что там касательно островка, как он работает и вообще в принципе, насколько он крутой в таких прошивках. Как вы понимаете, что с этим вопросом все отлично, все работает замечательно, нажимаете на вот эту информацию, она вам вылезает, и вы можете наслаждаться этим всем процессом и понимать, что у вас такое, знаете, премиальное устройство компании Xiaomi. Также хочу ответить в этом видеоролике на такой момент, что не думайте о глобальной прошивке, мол, на все аппараты этот островок придет. Понятное дело, что он будет не для всех устройств, там, предфлагманы, флагманы, понятное дело. Возможно, какие-нибудь середняки топы, там, по типу Redmi Note 14 Pro Plus 5G и так далее. Кстати, об этом мне уже в Телеграме писали пользователи, что туда добавили. Вот. Но не думайте, что на все аппараты этот островок придет. Также еще отвечаю на вопрос, что там по сторонним приложениям, музыка, там банки, там доставки и прочее. С музыкой, с доставкой все работает замечательно. То есть история, как это реализовано на смартфонах Apple.
теперь давайте с вами подведем итог. Кастомная прошивка, она реально спасает устройство Xiaomi. Если у него заканчивается срок поддержки, если он в принципе уже немножечко морально устарел, вы можете поискать что-то интересное на свой аппарат и его прокачать. Если вы думаете, где найти HyperOS 3 накатить на свое устройство, это можно сделать с помощью каких-нибудь Xiaomi EU, с помощью FOPA найти и поставить на свое устройство. Эта же прошивка, она обитает только в Телеграме, и, соответственно, только оттуда можно ее скачать. Установка с помощью TVRP или же Orange Fox и, конечно же, необходима разблокировка загрузчика. В целом и общем Xiaomi 15 с этой прошивкой себя чувствует очень хорошо. Ну, к стоку есть там вопросы некоторые, но это тема для отдельного видеоролика, и которую мы также с вами обсудим. Ну а если у вас еще остались какие-то вопросы, пишите их в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.